Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 января. Давайте с вами узнаем, что же ждет ваш знак Зодиака с 10 по 20. С чем будет это связано или с кем, какие неожиданности. Может быть, это как какая-то информация, которая появится неожиданно. Поэтому в целом спросим, что или кто появится неожиданно. И вполне вероятно, это не совсем вот так вот с нуля что-то неожиданно будет. Это какая-то прежняя знакомая история, потому что у нас сейчас транзиты планетарные, как и Уран, так и Сатурн, они в таких конфигурациях, когда именно что-то знакомое, но неожиданно могут проясниться детали дела, открываться, ну, может быть, и некоторые тайны или некоторые обстоятельства. И в зависимости от того, что мы услышим, увидим, что нам будут транслировать, получение, может быть, какой-то корреспонденции, важных бумаг, нам и придется что-то неизбежно корректировать. Таков период. И это не совсем с 10 по 20. И, видимо, нам нужно настроиться на какой-то период, который будет, по крайней мере, я такое допускаю, как минимум до 4 февраля длиться. Две карты перевернулись. Пажи — это вестники, а пятерка кубков как будто прыгать нужно, нужно что-то делать. Есть какая-то задача, которую нужно решить, но, может быть, немедленно. Правда, тут какая-то неожиданная могла быть информация. У кого-то она была связана, я такое допускаю, с новостью, может быть, на работе, потому что жезлы — дела, работы, бизнес, или откуда к нам приходят деньги. Могла быть ситуация, которая, ну, буквально, это вот мы смотрим, да, может быть, это уже где-то сложилось. И вполне вероятно, что как изменение систем взаиморасчета все-таки вот жезлы, откуда приходят деньги, какая-то иная конфигурация, я такое допускаю. Но у кого-то это может быть информация, которая связана с детьми, даже взрослыми детьми. Вам нужно что-то переиграть, передумать, переделать, скорректировать. И вот девушка, которая кричит, да, как будто зовет на помощь, тут что-то вам самим нужно решить однозначно. И, может быть, это знакомая история, как я говорила до карт. Это вам реструктурировать, изменить, опять же, метод какой-то. Может быть, взгляд на вещи привычный. Потому как всегда нам говорит, почему боится прыгать, да, зовет на помощь. Тут никто не придет на помощь. Тут нужно как и решить, так и решиться на что-то самому. А мы так смотрим, да, ну, со стороны хочется сказать, чего кричишь, давай прыгай. Правда, а она не прыгала никогда. Ей страшно. Вот какая-то такая тема неоднозначная могла сложиться, может быть, это несколько раньше. Или какие-то обстоятельства вас, мои дорогие, могли подвести к тому итогу или временному интервалу, когда именно, ну, где-то с 10 по 20 вам придется этот выбор делать или на что-то решиться. Ладно, ну что такое? Прямо карты торопятся. А тут правда как новый жизненный этап. Вы знаете, вот хоть и говорят, не самая всеми любимая фраза «кризис — это возможности». Мы немножко боимся, правда, этого, потому что кризис подразумевает, что это всегда неожиданность какая-то. Но тут мы что-то не отменим. Но, тем не менее, когда вот что-то у нас идет криво наперекосяк, это значит, что-то новое пытается войти в нашу жизнь, словно вас вывести, как из какой-то клетки. Ого! А на кону-то, мои дорогие, солнце. Вот хотим мы или нет, на кону наше счастье. Буквально. Или решение какого-то вопроса, даже если нам приходится где-то себя видоизменять или изменять, ну, банально у кого-то приходится изменять график или траекторию маршрута на работу, но если мы увязываем с работой, может быть, это касается взаимоотношений, тогда, ну, как будто тоже, может быть, приходится пересматривать в зависимости от того, что вы услышали или что вообще происходит. Ну, давайте не будем забегать вот так вот. Я еще раз аккуратно перемешаю. Все-таки пойдем по нашему плану и узнаем. 3 знака судьбы. Вот не задавая вопросов. Потоковая информация. Что вам нужно услышать, мои дорогие стрельцы? Что вам важно знать прямо сейчас, кто смотрит это видео? 3 знака. Что ждет стрельцов с 10 по 20? Первый знак судьбы. Второй знак судьбы. Что нужно услышать, что важно знать. Дополним.
колодой Таро. Так что же там неожиданно? В конечном итоге, каковы энергии, каковы задачи, ну или какие-то иные подсказки? Что это? С чем это связано? С кем? Может быть, это какая-то сфера жизни, которой вам придется принимать важные решения. Ну, пусть нам тогда прояснят. И мы рассмотрим, достанем 3 карты как причина и следствие. То есть, если мы сказали, вот что неожиданно, то как это будет продолжено? Что будет дальше? К чему это все идет? Или как это будет развиваться? Ну и как итог, или к чему придет, да, или что ждет? Может быть, что-то и будет меняться, или вы сами будете меняться, что-то измените, как это окажет влияние на вашу жизнь. И достанем по 3 основным сферам 3 карты. Первая карта у нас: что ждет стрельцов с 10 по 20, любовь, личная жизнь, в целом взаимоотношения. Что ждет стрельцов с 10 по 20 в сфере финансов? И что ждет в сфере ваших работы, достижений, важных встреч, каких-то контактов, собеседований, может быть, и контракты, тут не только контакты, но или ваши даже планы. Давайте будем смотреть, какой там у нас первый знак судьбы. Ого, ну, наверное, я не случайно вот по этим картам, которые перевернулись сами, торопились вам сказать, что у вас сейчас на кону буквально ваше солнце. Причем вы как выбираете направление. Я часто в своих раскладах говорю, что Солнце – это карта выбора правильного направления. Их всего 2 в колоде Таро, таких самых основных. Солнце нам показывает дистанцию 6-8 месяцев, а звезда – это лет 10, а то и 20. То есть это какой-то такой длительный марафонский забег. А тут у вас колесо фортуны. Вы можете что-то воспринимать по-разному, конечно. Один в восторге, другой негодует. Правда, мы все разные, хоть объединять знак зодиака. А тем не менее, судьба у каждого своя. Ну и какой-то список дел, да, или того, что мы прошли, нашего опыта, опять же, у каждого свой. Но когда выпадает эта карта победы, это карта удачи, фортуна. Именно сейчас фортуна на вашей стороне. Мы знаем, что раз колесо, да, есть какая-то цикличность, словно прежний период жизни, но он подходит к концу. Неизбежны какие-то перемены, мои дорогие, но мы как будто в них должны включиться, потому что по этой карте есть такое значение, как скорость. Не потерять времени даром. Потому что сегодня есть эта оказия, сегодня есть эта возможность, а завтра ее может не быть. Поэтому не потерять времени даром. Может быть, знаете, как нужно превратиться слух и одновременно в интеллект. То есть слух я имею в виду слышать, что вам говорят, и постоянно, или, может быть, даже видеть, но тут не всегда же мы что-то видим. Чаще всего это именно, ну пусть даже это информация, да, вы что-то прочитали. В конечном-то итоге интеллект, потому что решение принимать вам. И не путать в данном случае интеллект – это что-то как более высшее, высшее знание. Это не сознание. Сознание – это наш шаблон, мои дорогие. Вот будет уместно об этом напомнить кому-то, может быть, кто-то задумается. Мы часто думаем, когда говорим «холодная голова», это про сознание. Нет, мои дорогие, тут не совсем про сознание. Сознание, вот представьте себе, это как, ну, если можно так выразиться, компьютерная программа. Это наша привычка. Мы привыкли думать вот каким-то определенным образом. И вот такие шутки шутит с нами сознание именно тогда, когда мы оказываемся в патовой ситуации. Нет другой программы, есть только старая. И в этом основная проблема. И наше сознание, даже заведомо зная, что вот эта траектория или эта программа, она ошибочна, но по причине того, что другой не имеется, и нам будет заново предлагать сознание какой-то прежний шаблон. Вот продумайте такой тонкий вариант, потому что если мы говорим разум, интеллект, это как аналитика, мои дорогие. Вы часто слышите от меня: прислушайтесь к интуиции. Так вот, я хочу сказать, интуиция – это не есть что-то абстрактное. Это конкретно интеллект и наш опыт. То есть опыт не без эмоций, мои дорогие. Вот, видимо, вам, может быть, какую-то такую сложную задачу придется решать. Или у кого-то, может быть, и проще, но тогда решиться как будто нужно. Ладно, да, иначе посмотрите, второй знак судьбы. Ты рискуешь, стрелец, как будто остаться, ну вот эта мрачная комната, ничего не меняется. Или где-то немножко подзастрять,
в своих предубеждениях. Вот ведь предубежден человек. И посмотрите, это колода 78 дверей, открыты двери или закрыты. Так вот, это главный вопрос. Открыты все двери, нет закрытых дверей. Но в этой карте тоже дверь открыта. Человек продолжает сидеть и смотреть то, что ему транслируют. Вот вы можете столкнуться как и с потоком информации, вы можете столкнуться с тем, что, ну, это как какое-то табу, догма или чей-то взгляд на вещи, и вам могут так это, ну, активно насаждать свое видение некоторые персоны, ну, или какая-то иная ситуация. Так вот, мы как будто либо соглашаемся с тем, что мы видим, и ничего не делаем. То есть какой-то выбор у вас, или все-таки нужно как-то отряхнуться от того, и опять же привычки нам тут показаны, правда, привычки бывают разные. Ну, возьмем так это шире, вот именно сознание, о котором я говорила. Ну, как сломать какой-то шаблон. Третий знак судьбы. И для этого не надо каких-то героических поступков. Тут себя как будто нужно, ну, как минимум рассмотреть альтернативный вариант. Или себе сказать, а почему бы и нет. А может быть, мои дорогие стрельцы, тут нужно продумать, как, знаете, план А, план Б, план С. Иметь несколько планов. Примерять один, примерять второй, смотреть, что из этого получается, где какой вариант для нас более предпочтительный. Потому что тут действительно нужно и решить, и решиться. Вы за какой-то период времени словно успели накопить силы. Девятка жезлов – это всегда карта великой мощи, особенно в герметической колоде Таро. У нас как будто был период статики, он нам был необходим именно для того, чтобы мы себя, ну, где-то почувствовали именно внутренне более сильными или накопили физические силы. И вот наступает время вам действительно определиться. Вам вот буквально в ближайшее время, словно как в будущее, придется делать первый шаг. Может быть, это связано с какими-то обстоятельствами. Может быть, это как раз новости, информация, либо которую вы услышали, либо вы еще что-то можете услышать. Ведь по колесу фортуны где-то тоже будь готов к неожиданностям. Держи руку на пульсе и от чего ты не откажись. Как минимум рассмотри. Но будут и те ситуации по девятке жезлов, в которых вы должны себе сказать конкретно. Вот в этой области или в этих отношениях, или в этой работе, в этом методе, мои дорогие. Вот я сделал все, что мог. Ладно, что ж там про неожиданности. Вот, кстати, как носитель информации, какой-то новости, каких-то неожиданностей, может быть конкретный человек, а может быть это и вы, знаете, как эврика какая-то, да, или инсайт внутренний, когда к нам приходит осознание, да, или как просветление, будем говорить. Ведь это где-то карта ваша, ваша энергия. Но я, конечно, допускаю, карта харизматичного лидера, она может быть связана с какой-то другой персоной. По этой карте иногда идут руководители, люди, занимающие определенный пост. Может быть, это вот от таких людей идет какая-то информация. Я допускаю, может быть, и средства массовой информации, потому что первый у нас старший аркан. Но и те арканы, которые у нас переворачивались, я такое тоже допускаю. И тогда вам каким-то образом, пусть вы не инициировали, да, услышанное, увиденное или сложившуюся обстановку, но, видимо, вам, мои дорогие стрельцы, вот именно теперь, прямо сейчас, нужно подумать, как вы будете, вообще, что будет дальше. Но ваше место, как бы, да, именно место в мире, ваше место благополучия. Я имею в виду в мире, но просто беру так шире немножко. Это касается, может быть, и работы, или какой-то личной истории. Но вот наступает момент, когда мы должны с чем-то определяться. Причем по этой карте нужно надеяться на самого себя. Может быть, это и для вас что-то происходит, ну, к примеру, даже на работе, да, вы слышите от руководителя какую-то новость, что банально меняется график, или вам придется как менять траекторию, какой-то, может быть, даже маршрут. Раньше ездили в один офис, а теперь вам придется изменить и поехать, может быть, чуть дальше, да, или, может быть, как-то дни, вот опять же графики, да, ну или какие-то другие изменения, может быть, даже внутри коллектива. И вот знаете, тут будет важно не попасть под чьё-то влияние. Вот я больше вижу так. Потому что вы можете с такой противоречивой информацией столкнуться. Но, видимо, шанс именно в том, что несколько отстраненно видеть, да, вот как
быть таким независимым арбитром по всему тому, что вы слышите или видите, или тому, что происходит, и именно себя сконцентрировать на том, что может быть продолжено лично для вас, может быть, в каком-то новом эквиваленте. С чем это связано? Новый путь. И правда, информация по же Пентаклей часто. Это у нас вестники. И Пентакли — это могла быть, правда, для кого-то весть о деньгах. Вам как будто, возможно, придется что-то изучать. Или самого себя, как на новые рельсы перестраивать. Или на какую-то новую концепцию. Может быть, новую концепцию заработков. Рассматривать новые варианты. Может быть, для кого-то это даже поиск работы. А с учетом ретро-урана, я бы сказала, дополнительной работы. Тут нам не рекомендуют, будьте внимательны, это всех знаков зодиака касается. У нас до 4 февраля, но я бы сказала, может быть и дальше, но до 4 февраля это железный ретро-уран. Это период не самый лучший, что-то бросить и начать другое. Нет, вряд ли мы останемся довольными. Тут, если что-то возвращается и отдаленно напоминает какой-то даже, да, может быть, не обязательно конкретный человек возвращается или один в один какая-то прежняя история, но пусть она в другой концепции, с другими людьми, но, в принципе, это может все равно напоминать какой-то дежавю. И тогда нам это дается, чтобы мы с чем-то определились, довели что-то до ума. Даже если мы что-то завершим, ну так стало быть, туда уже назад мы не ногой. То есть в конечном итоге это какой-то гештальт мы закрываем. Поэтому, а если мы что-то начинаем, как будто сами так вот ломаем, да, но тогда это может быть не всегда во благо. Будьте вот к этому внимательны. Здесь именно что-то будет пока продолжено. Ладно. Так, а развитие ситуации, да, причина и следствие, к чему это все идет? К будущему. Тройка жезлов — это карта будущего. Вот вы на пороге будущих каких-то событий, перемен. И, кстати, иногда по этой карте идет такое значение застрять как бы на полдороги. Но по факту это вы сами можете продумывать методы, способы, работу искать дополнительную или какие-то варианты искать новые, и это нормально. Мы именно немножко притормаживаем, потому что мы наводим порядок в своей жизни. Человек остановился, чтобы четко для себя прояснить, что он с собой берет в будущее, а что уже пытается само оттолкнуться. Ну так и придет это все к чему? Но какое-то время по Луне, но вот такая путаница, она еще будет продолжаться. И знаете, для вас будет очень важно, я должна это сказать, не оказаться в толпе, раз. И если это вопросы работы, то тогда не принимать чьё-то, вот я уже говорила об этом вскользь, не принимать за свою позицию чьё-то чужое видение. Потому что по аркану Луна у нас всегда проходит, ну пусть не в этой колоде, это первое основное, наверное, значение. Часто в других колодах классических мы видим 2 башни, и мы видим возле одной башни, как волк воет, а возле другой стоит шакал. Вам ни к волкам и ни к шакалам. Нам нужно пройти между, словно вот по этой лунной дорожке. Ну, тут немножко другая карта, но она вот именно в этой колоде. У страха глаза велики. Милый котик смотрит в пруд, что он там видит? Пума. Страшно, а вокруг темно. Карта старшего аркана говорит: выглянет солнце, и все прояснится. Мои дорогие, вы еще какое-то время, по крайней мере на протяжении до 20 января, вы будете много фейков слушать или какой-то информации, и вам придется вот постоянно что-то анализировать. Истина, она где-то рядом, понимаете, а то, что вам транслируют, надо именно перепроверять. А если это касается личной жизни, ну, вот здесь тогда мы как будто можем тоже на сохранение, да, сохранение отношений, сохранение дома, хотя для кого-то это, правда, личная история, может быть, даже связана с тем, что это вы раньше работали либо на дому, а здесь какая-то конфигурация вас подталкивает к тому, чтобы измениться. Знаете, точно не застрять, посмотрите. Это карта апатии. Вот не должно, вам жизнь дает шанс. Первая карта — колесо фортуны. Наш человек, он как будто даже не смотрит в этом направлении, он подзастрял в своих мыслях. Хорошо, что придет? Опять же тройка, я говорила, карта будущего. Для кого-то конкретно изучать. Может быть, изучать языки, новые методы работы. Изучать, как новые системы, может быть.
системы, я имею в виду способы заработка, да, или приобретать какие-то скиллы, навыки. Это работа в команде карта. Может быть, это новый коллектив. Или часто по этой карте мы что-то начинаем изучать, и мы как будто находим своих единомышленников именно в том коллективе, который тоже имеет интересы, подобные нам, нашим. Может быть и так. Но тут и концепция по работе по заработкам может быть тоже изменена или изменена, как бы, ну, вид меняется. Может быть, это зависит от руководителя. У каждого тут что-то свое. Но, похоже, мои дорогие, вы на пороге перемен. Ладно, в личной жизни что ждет? Семерка кубков, это, знаете, иногда эта карта с учетом аркана Луна может говорить, что мы единственное место нашей безопасности – это как дома, да? Мой дом, моя крепость. Кому-то из вас может даже захотеться действительно остаться дома и отойти вот от какой-то чехарды, путаницы, может быть, от сплетен, от каких-то досужих разговоров, от какого-то бардака и неустроенности, которая царит вокруг именно. Вот что-то вы можете так чувствовать. Кстати, ну, не самые крупные карты, мелкие. Я к чему веду? К тому, что вы будете именно в гуще каких-то событий, но по сути это именно чехарда. Это как какая-то игра. И пока не отстроилась новая концепция, поэтому, ну, проживите как минимум этот период спокойно. Но, может быть, он вам дается пересмотреть некоторые свои позиции и точно по некоторым пунктам сказать, что вы сделали в каком-то деле, в какой-то работе или в каком-то, ну, в чем-то другом, да, я сделал все, что мог. Потому что это карта прокрастинации, иллюзорного успеха, но мы можем и подзастрять. В принципе, это идут какие-то возможности. Иногда есть и такое значение. Давайте еще одну карту. Тут и по части личной жизни. Может быть, это взаимоотношения. Как мы сказали, не обязательно любовь, а именно взаимоотношения. Значит, мои дорогие стрельцы, у вас планетарно сейчас даже, да, 2026 год – это такой год, когда прежние, точнее, связи, какие-то контакты вы неизбежно будете пересматривать. Какие-то люди уйдут, на их место придут новые. Мы к кому-то уже привыкли, поэтому, ну, иногда вот как бы понимают, что, ну да, сколько бы я ни хотела или не хотела, не могу я кого-то удерживать. Поэтому, ну вот, мудро как-то отнеситесь. 20-й старший аркан – избавление от боли, от страданий. Тут, правда, идет какие-то, как гештальты, мы должны закрыть. И свято место пусто не бывает. И стало быть, место освободилось, и придет что-то новое, правда? Что ждет вас в финансовой сфере? Правосудие, причины и следствия. Мы могли представлять правосудие как-то по-своему, да? Но и правда карта говорит, если ты, стрелец, сделал что-то хорошо, то тебе как пусть руками других людей. Пространство тебе возвращает какую-то возможность. Ну, как бы есть помощники, да, решить какую-то тему. Иногда нам помогают, все-таки мы на финансы смотрим. Но иногда бывает, ну, к примеру, даже банально, влезли мы в какие-то кредиты или в какие-то обязательства, не обязательно кредиты. Мы кому-то помогали тоже, да, мы какие-то бумаги важные подписали. И тут вдруг все вроде как шло неплохо, а тут мы заложниками можем стать обязательств. Карта будет говорить точно так же: поступай сейчас по закону. Может быть, кому-то из вас нужно отделить, как зерна от плевел. Может быть, разграничить свои границы, я имею в виду, да, или ваши какие-то приоритеты, но явно с чем-то не просчитаться. Именно по справедливости нужно поступить, по финансам. Что это? Второй старший аркан. У кого-то финансовая ситуация. И причем по разным причинам. Кто-то дома находился, да, и, может быть, вы получали, ну, как от государства, кто-то пенсии, кто-то пособие, кто-то, может быть, студент. И тут тоже как новая конфигурация. И вас вот как подталкивают к какому-то важному решению, может быть, как новый источник дохода. Это не значит, что мы бросили, повторяюсь в очередной раз, что-то, а мы что-то должны добавить. Причем это должно согласовываться с законом. Хотя для кого-то из вас, мои дорогие, это выйти от из каких-то долговых обязательств будет возможность.
По крайней мере, у каждого по-своему тут будет с чем-то связано. Может быть, это через работу, дополнительный заработок. А для кого-то, я допускаю, может быть и помощь кого-то. Да, вот как вот эта фортуна. Все-таки ведь везение присутствует. Но, понимаете, не успокоиться, потому что тоже, посмотрите, 20-й старший аркан. Я часто говорю пороговое значение. А по финансам как новый жизненный период, эпоха. Тут перемены неизбежны. И на ваши достижения сохраняй свои планы, свои идеи. Но пока еще, может быть, не время действовать, не время что-то вот менять. Если внешне что-то меняется, мы это пересматриваем, переделываем, меняем. Но сказать, что одно бросили и начали что-то другое, ну нет. Пока вот именно как будто и денег хватит, как будто ты должен все контролировать, но при этом постоянная работа интеллекта, мысли. Я тоже об этом говорила. И для вас это будет благо. Но, может быть, не упустить все-таки время, да, закрыть некоторые вопросы или разузнать какие-то вопросы, сделать, может быть, несколько перемещений, поездок, найти все-таки первая карта у нас король жезлов, найти людей знающих, найти людей толковых, которые вам могут как-то помочь разобраться в вашей ситуации. Может быть, люди в чем-то подобном находились. Может быть, люди знают буквально, вот как правосудие выпадает, да, у кого-то юристы, адвокаты, как закон сейчас на вашей стороне. Здесь нельзя что-то сделать наавось. С позиции «я потом разберусь». Нет, вам нужно что-то решать будет и на берегу тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые стрельцы. Какой-то сложный расклад. Буду благодарен вашим комментариям. Что это за путаница такая? Вот правда. И вроде и фортуна, ну все хорошо. Но к этой фортуне как-то обстоятельства дела или ваших дел, они тут претерпевают, правда, какие-то изменения или перемены. Оставайтесь со мной, мои дорогие стрельцы. Подписывайтесь на мой канал. Читайте мои публикации. Переходите в описание под видео, там ссылки как и на мой сайт, так и на мои статьи, на телеграм-канал. Кому-то может быть более удобно. На телеграм-канале я публикую разного рода свой контент, как из сайта, так и с разных YouTube-каналов. Переходите, подписывайтесь, я буду искренне рада. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.